дорогие зрители! С вами юрист Валерий Табаков. И сегодня мы обсуждаем сложную и болезненную тему, связанную с делом Вячеслава Зинченко, подозреваемого в убийстве Ирины Фарион. Эта тема вызвала острую общественную реакцию. И я получил комментарий от пользователя по имени Анатолий, который обвиняет меня в поддержке убийцы и задает вопросы о моральной и правовой стороне дела. Мой ответ вызвал споры, и я решил подробно разобрать ситуацию с моральной и правовой точки зрения, а также с точки зрения общественных настроений, и уделить особое внимание риторике Фарион и ее последствиям. Видео примерно будет, опять же, около 20 минут, так как тема требует глубокого анализа, включая конкретные цитаты Фарион, правовую оценку ее высказываний и международные выводы о дискриминации в Украине. Начинаем. Убийство Ирины Фарион, известного украинского языковеда и националистического политика, произошло 19 июля 2024 года во Львове. Подозреваемым стал 18-летний Вячеслав Зинченко, задержанный 25 июля в Днепре. Дело вызвало огромный общественный резонанс, породив спекуляции о заказном характере убийства, российском следе и личной неприязни. Зинченко отрицает вину, а его адвокат Игорь Сулейма утверждает, что следствие делает из него подзащитного, удобного обвиняемого, игнорируя отсутствие прямых улик. Комментарий Анатолия, который я получил, отражает накал страстей. Он называет Зинченко маньяком и щенком, а меня, как юриста, потворой. Мой ответ, где я предположил, что ненависть к Зинченко может быть связана с языковым вопросом и страхом осуждения, вызвал новую волну споров. И сегодня я хочу объяснить свою позицию, опираясь на факты, закон и мораль, а также проанализировать риторику Фарион, которая, как я считаю, внесла значительный вклад в раскол общества и требует строгой правовой оценки. Начнем с правового государства и ее основы – презумпции невиновности. Согласно статье 62 Конституции Украины, никто не может быть признан виновным до вынесения обвинительного приговора суда. Зинченко обвиняют по статье 115 Уголовного кодекса Украины «Умышленное убийство» с добавлением мотивов национальной нетерпимости и незаконного обращения с оружием. Однако прямых доказательств, таких как орудие убийства или видеозапись, на данный момент нет. В телефоне Зинченко найдены фотографии улиц, связанных с Фарион, и материалы с нацистской и российской символикой. Но адвокат Сулейма оспаривает их интерпретацию, указывая на отсутствие связи с преступлением. Мать Зинченко и правозащитники сообщают о давлении на подозреваемого в СИЗО, что поднимает вопросы о соблюдении его прав. С правовой точки зрения дело находится на стадии судебного разбирательства. Любые обвинения в адрес Зинченко до приговора – это нарушение его прав. Как юрист я не поддерживаю убийцу, как утверждает Анатолий. Я защищаю принцип справедливого суда, который должен опираться на доказательства, а не на эмоции или общественное давление.
Это особенно важно в контексте дела Фарион, чья риторика сама по себе вызывала правовые вопросы. Ирина Фарион была известна своей бескомпромиссной позицией по защите украинского языка, а ее высказывания часто переходили грань, превращаясь в откровенную дегуманизацию русскоговорящих граждан Украины. Вот несколько конкретных цитат, которые иллюстрируют ее подход. О русскоязычных военных ВСУ, 2023 год. Она говорила: «Я категорически не принимаю то, что некоторые военные на фронте общаются на русском языке, и не могу назвать их украинцами». Это заявление вызвало возмущение, так как Фарион фактически отрицала национальную идентичность русскоговорящих солдат, защищающих Украину. О русскоязычных гражданах в 2019 году она говорила: «На Украине нет русскоязычных украинцев, а если где-то и есть, то это или рабы, или оккупанты». Здесь Фарион прямо оскорбляет миллионы граждан, называя их рабами или оккупантами на основании языка. О утилизации русскоязычных в 2023 году. Такие люди заслуживают лишь одного – полной и абсолютной утилизации. Надо создать штрафбатальон, чтобы отправить их на нулевую позицию или копать окопы. Эта цитата особенно шокирует, так как Фарион открыто призывает к насилию и дегуманизации, сравнивая русскоязычных с отходами, подлежащими утилизации. О тюрьмах для русскоговорящих в 2018 году Фарион говорила: «Всех дегенератов, которые не говорят на украинском языке, надо сажать в тюрьмы». Это прямой призыв к репрессиям по языковому признаку, что противоречит Конституции Украины. О русском языке в обществе. 2013 год она говорила: «Почему в наших маршрутках звучит москальская попса и москальская реклама? Чтобы бороться с этим, мы должны прибегнуть к агрессивному сопротивлению». Фарион призывает к агрессивному сопротивлению против культурных проявлений, связанных с русским языком, что разжигает вражду. Эти высказывания не просто провокационны, они носят дискриминационный характер, унижая достоинство людей по языковому признаку. В 2023 году Служба безопасности Украины возбудила уголовное дело против Фарион по статье 161 Уголовного кодекса Украины «Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной или иной принадлежности», а также по статьям 435.1 «Оскорбление чести и достоинства военнослужащего», 163 «Нарушение тайной переписки» и 182 «Нарушение неприкосновенности частной жизни». Следствие инициировало психолого-лингвистическую экспертизу ее заявлений, а омбудсмен Дмитрий Лубенец подчеркнул, что такие высказывания создают враждебную, оскорбительную атмосферу и являются формой дискриминации. Статья 161 Уголовного кодекса предусматривает ответственность за действия, направленные на разжигание национальной, расовой или религиозной вражды, а также за унижение человеческого достоинства по признакам языка, национальности или других характеристик. Высказывания Фарион, в которых она называет русскоязычных рабами, оккупантами или призывает к их утилизации, прямо подпадают под эти критерии.
они не только оскорбляют, но и создают атмосферу ненависти, которая может провоцировать насилие. Правозащитник Владимир Яворский отмечал, что такие заявления могут быть направлены на разжигание национальной вражды. Адвокат Вадим Володарский подчеркивал, что если нарушение статьи 161 будет доказано, Фарион может грозить до 3 лет лишения свободы. Более того, в 2025 году Совет ООН по правам человека опубликовал доклад, в котором зафиксированы случаи дискриминации русскоязычного населения Украины, включая ограничения на доступ к образованию, работе и общественным услугам на основании языка. В докладе особо отмечались публичные высказывания политиков и общественных деятелей, которые способствуют созданию атмосферы нетерпимости. Хотя имя Фарион в докладе не упомянуто напрямую, ее риторика идеально соответствует описанным примерам дискриминации, что делает ее действия объектом международного внимания и требует строгой правовой оценки. С моральной точки зрения риторика Фарион и ее последователей представляет собой опасный прецедент. Называя русскоязычных граждан дегенератами, рабами или призывая к их утилизации, Фарион не просто делила общество на правильных и неправильных. Она отрицала человеческое достоинство целой группы людей. Это не только аморально, но и разрушительно для единства Украины. Особенно в условиях войны, когда каждый гражданин, независимо от языка, вносит вклад в защиту страны. Последователи Фарион, которые продолжают ее линию, заслуживают самой жесткой критики. Их слепая поддержка дискриминационной риторики не только противоречит принципам гуманизма, но и играет на руку внешним врагам, которые используют раскол общества для ослабления Украины. Например, детская писательница Лариса Ницой, последовательница Фарион, в 2025 году открыто призывала к насилию над русскоязычными гражданами, включая самосуд на детских площадках и в общественных местах. Такие призывы – это не патриотизм, а преступная безответственность, которая подпадает под статью 161 Уголовного кодекса Украины и требует немедленного вмешательства правоохранительных органов. Те, кто поддерживает подобную риторику, не только разжигают ненависть, но и подрывают основы правового государства, заменяя закон эмоциями и насилием. Морально ли оправдывать дискриминацию под видом защиты языка? Нет. Морально ли требовать утилизации людей за их родной язык? Это отвратительно и недопустимо. Каждый гражданин Украины, независимо от языка, имеет право на уважение и равенство. Фарион и ее последователи, отрицая это, сеют семена вражды, которые могут привести к новым трагедиям. В своем ответе Анатолию я написал, что ненависть к Зинченко и его адвокатам может быть связана с языковым вопросом и страхом тех, кто хочет посадить любого, кто говорит на русском. Возможно, это было сказано слишком эмоционально, но я хочу пояснить. Риторика Фарион, которая отрицала человеческое достоинство русскоязычных, создала атмосферу, где любой, кто говорит на русском, автоматически становится врагом. Это могло повлиять на восприятие дела Зинченко, где общественное давление требует немедленного осуждения без доказательств. Моя фраза о том, что человек выше мовы, означает, что человеческое достоинство и права каждого гражданина должны быть превыше любых идеологических споров. Конституция Украины, статья 10, гарантирует свободное развитие русского языка и языков
национальных меньшинств. А доклад ООН 2025 года подтверждает, что дискриминация русскоязычных в Украине – это реальный факт и проблема. Поддерживать риторику Фарион значит игнорировать эти факты и эти проблемы и способствовать расколу общества. Я также сказал, что исполнитель и заказчик – это вся та компания, которая без улик пытается посадить кого угодно. Это отсылка к тем, кто подменяет правосудие местью. Если мы позволим эмоциям диктовать приговоры, мы рискуем осудить невиновного, как это случалось в истории неоднократно. Морально ли это? Нет. Это путь к хаосу и беззаконию. Дело Зинченко и наследие Фарион ставят перед нами вопрос, каким обществом мы хотим быть. Хотим ли мы правосудия, основанного на фактах, или суда Линча, подпитанного ненавистью? Я предлагаю довериться суду, дождаться приговора, основанного на доказательствах, а не на эмоциях. Остановить дискриминацию. Высказывания, подобные тем, что делала Фарион, должны получить правовую оценку по статье 161 Уголовного кодекса Украины. Последователи, продолжающие эту риторику, должны нести ответственность. Уважать права всех. Зинченко имеет право на защиту. Адвокаты – на выполнение своей работы, а семья Фарион – на справедливость. Бороться с расколом. Языковой вопрос не должен разделять Украину. Мы все граждане одной страны, и наше единство важнее идеологических споров. Уважаемые зрители, я не поддерживаю убийц, как утверждает Анатолий. Я защищаю закон, справедливость и человеческое достоинство. Риторика Фарион, которая дегуманизировала русскоязычных, не только нарушает статью 161 Уголовного кодекса Украины, но и противоречит принципам гуманизма, что подтверждается докладом ООН 2025 года о дискриминации. Ее последователи, продолжающие разжигать ненависть, должны быть остановлены ради будущего Украины. Давайте строить общество, где правосудие и уважение к каждому человеку будут превыше всего. Пишите ваше мнение в комментариях и давайте обсуждать это уважительно. Спасибо за внимание. С вами был юрист Валерий Табаков. До встречи.